Всем доброго времени суток, дорогие наши друзья, любимые подписчики и гости нашего канала паранормальных блогеров. Мы рады вас вновь всех приветствовать. Друзья, мы сегодня находимся вновь на Арском кладбище. Но дело в том, что мы буквально не так давно узнали еще одну историю, связанную с одной из аллей, которые здесь находятся. Что самое интересное, мы о ней почему-то не слышали. И буквально вот недавно только ее огласили, и мы решили проверить. В общем, история заключается в том, что вот на этой аллее, мы не будем говорить номер этой аллеи, наверное, это не столь важно. Важно то, что здесь каждый вечер в 8 часов, по рассказам очевидцев, происходит какая-то аномалия. На этой аллее в 8 часов вечера появляется образ девочки, девушки. В общем, дымка, белая дымка в образе то ли девочки, то ли девушки. Не знаем, мы не можем отвечать за то, что правда это или нет, но тем не менее проверить мы это очень хотим. Поэтому, ребят, мы обязательно сюда вернемся в 8 часов вечера. Раз гласит легенда, что это происходит каждый вечер, да, я правильно поняла? Да. Ну, соответственно, независимо от того, какая будет, обстановка и прочее, мы постараемся все-таки прийти и провести наш эксперимент. Да. Я думаю, что надо обязательно будет эксперимент с тишиной и поставить ночную камеру. Да. Просто, я не знаю, 8 часов сейчас май месяц. Наверное, это еще светло, но это, я думаю, что не столь важно. Важно то, что гласит легенда, да, история. Но мы хотим ее проверить, да, действительно ли это так. Потому как было достаточно много очевидцев, которые об этом рассказывали. Которые говорили, что именно вот пунктуальный такой призрак, который появляется в 8 часов каждый вечер. Посмотрим. Сейчас мы просто хотим немножко прогуляться. Да, сделать небольшую разведку, просто попробовать послушать свои ощущения физиологические. То есть, да. Если мы где-то что-то почувствуем, просто настроиться хотя бы на это место, возможно, что-то себя проявит. И я думаю, можно будет немножко пообщаться с тишиной. Можно. На камеру. Можно попробовать. Попробуем, да. Друзья. Главное, чтобы не было дождя. Да, к сожалению, что-то у нас нынче весна подкачала. Да. Очень уж она дождливая. Не знаю, как снимать вообще выпуски. Просто у нас действительно, есть планы куда-то там поехать. Есть какие-то интересные локации, которые хочется вам показать. Но, к сожалению, в такую погоду, когда вот как начинается с утра и до вечера дождь, никуда не выберешься. Но мы очень надеемся, вроде бы как обещают, со следующей недели, сегодня пятница, кстати, со следующей недели более-менее хорошую погоду. Я думаю, что начнем уже наконец-таки начнем радовать вас новыми выпусками и новыми локациями. Вот. Интересно, что же это за девушка?
Да, кстати говоря, о том, кто это на самом деле, мы не слышали. Об этом как бы никто не рассказывал. Ну, наверное, мало кто об этом знает, да? Но что я хочу заметить, именно на этой аллее, именно вот в этом районе очень много детей похоронено. Поэтому сделать такой вывод, что это кто-то конкретный, да, это я не знаю, но предположить, что такое может быть, мне кажется, вполне можно. Ну, мне просто интересно, реально. Даже может, впереди, вон, смотри, девочка, какой памятник. Что тебе интересно, Дарья? интересно просто, что за личность может быть. Ой, шмель. Шмеленыш. Не знаю. Вот в данный момент вот мы немножко просто вглубь решили зайти, даже от аллеи отойти, так сказать, но по ощущениям пока спокойно. То есть я не ощущаю ничего такого. Ну да, обычно начинает либо голова болеть, либо как-то... Ну еще как бы рано для этого времени, поэтому мне интересно вот саму точку найти, хотелось бы. Ну вот конкретно та аллея. Но надо, наверное, до конца все-таки будет пройти ее. То есть, ладно, мы сейчас в глубине пока. Мы решили все-таки вернуться на эту аллею, попробовать все-таки дойти до конца. Я думаю, имеет смысл. Ну да. Может быть, придется несколько раз пройти, чтобы Ну попробуем, посмотрим. попробовать понять. И опять-таки запишем тишину. Тоже Здесь, интересно. да, здесь, конечно, сложно. Но днем это сложно сделать, потому Можно, что очень смотри, много. ну птица, да. Здесь, конечно, сложно. Но днем это сложно сделать, потому Можно, что очень смотри, много. ну птица, да. Здесь, конечно, сложно. Но днем это сложно сделать, потому Можно, что очень смотри, много. ну птица, да. Да, Ну это птицы. опять-таки ладно, это вырежем. Не в смысле не вырежем, а это можно будет убрать. Я просто предлагаю сделать запись, например, в двух местах. Вот возле оврага туда пройти и где-нибудь посередине. Можно. Давайте пройдем, посмотрим. В принципе, эта аллея, мне кажется, не такая большая, потому что там уже овраг, видишь? Да. Здесь уже переход на другую получается. А нам бы надо до конца. Смотри, а вот овраг. Да. Это первый овраг. Дальше еще, по-моему. Да, вот он, огромный овраг Смотри, идет. там вообще могилы падают. Слушай, ну я подозреваю, что, возможно, какая-то из упавших. Может Могу быть. предположить. Они достаточно давние, эти могилы. Поэтому... А ты не помнишь вот по этой легенде, по этой истории вообще, с каких времен стало появляться? Нет там такой информации? Нет. Первым увидел какой-то мужчина. Ну, В каком году хотя бы это началось? это 2000-е года, 2000, может быть, 10-й, 11-й. Угу. Вот как-то так. Ну, то есть сравнительно недавно. Ну, сравнительно, да. То есть после еще кто-то видел, еще кто-то рассказывал, затем рассказывали сотрудники, которые здесь вот работают в ритуальном. Ну, я не знаю, но конкретно вот почему-то говорили про эту аллею, потому что вот здесь вот видели. Здесь, конечно, сложно будет сделать так, чтобы, ну, обзор, вот где это происходит, я вот даже не могу понять, Только где по точка. ощущениям. По И ощущениям. опять-таки, возможно, что-то удастся заснять на камеру, хотя бы, ну, может быть, что-то удастся услышать. Возможно. Я понимаю, что сейчас день, и вряд ли что-то мы заснимем такое, но это лучше, опять-таки, на камеру ночного видения. Она лишь может что-то уловить. Да не факт. Я бы не Не сказала, что эта Но, камера... тем не менее, вот на... Да не факт. Я бы не сказала... 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 ну, как сказать, акустика, что ли? Ага. Не акустика, а вот именно... Звуковой. То, что можно услышать, да, вот Ага. какой-то звуковые, может, какие-то звуковые, возможно, будут аномалии. Вот это интересно. И там, где они будут, надо будет запомнить это место и вернуться уже сюда с камерой. Мгм. Если они будут, конечно. Мгм. А так, Ну, вот так вот хожу, я не знаю, может быть, просто из-за того, что вот птицы, их очень много, Ага. наличие. Такое ощущение, что некоторые вот эти вот звуки их, птичьи, складываются в голоса. Такое ощущение. Даже какой-то шепот. ну, они со всех сторон, Они со всех сторон. поэтому может быть такое.
Но опять-таки Интерес- овраг. Меня смущает вот этот овраг. Да, интересный эффект. Смотри, сколько могил уже ушло, ты посмотри вообще. Да я представляю, тут еще овраг-то он всегда растет, хоть его и засаживают растениями в плане деревьями, Сюда не пройдёшь, кустарником. вот посмотри, вот, вот буквально еще немного, и вон те упадут. Сейчас попробую. Да, вот почти упал. Смотри, вообще. Да, тут и мусор. Ой-ой-ой-ой-ой. Посмотрите, упало совсем. Его заваливают. Ага, вот тут крест. Здесь вообще могила. Я даже не знаю, как это прокомментировать. Здесь ведь была, похоже, да. То есть вот они все потихоньку с течением времени все это исчезает в небытие. Вот в таком это все состоянии. Конечно, там это нужно все укреплять. Мне кажется, этот овраг каждый год размывает. Естественно, размывает. Здесь евреев много уже. Угу. И резко стихли птицы. Пели и на тебе. Слышишь? Слышу. Может, как раз в этот момент что-то услышишь на камере. Смотри, вот ужас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что это? А почему это так? Мусором завалили. Причем, Ну тут, видимо, дерево было, что ли, его. Ну уж так-то зачем? это 1910, 1974. солдатик. Да. Ну уж зачем так-то? Да. А вот смотри тоже. Тоже, да. Что это вообще? Да. Может, конечно, это просто ограда. Ну нет, а с чего бы она тут? Вот знаешь, надо прям постоянно прислушиваться к каким-то звукам. Там Вот люди. кто-то едет. Я слышу, да. Ну там на велосипеде кто-то идет. Даже на мотоцикле. Чего себе? А, Скорее это всего, рабочие, наверное. рабочие, наверное, да. Да, это рабочие. Вот смотри, надо прислушиваться к каким-то звукам, стукам, да? Каким-то собакам. Осторожно. Она напугалась нас, а мы ее. Нет, нет, она боится. Ладно. Ну ладно, не будем Смотри. пугать. И потом, ну просто если мы что-то услышим, мы услышим. Нужно это отмечать. Угу. А все остальное, что мы не услышим, и если вдруг это будет на камере, Не поняла, у меня прям здесь какой-то глюк, кого-то что мужчина стоял. где? Я даже не поняла. Странно. Ну просто, может быть, все кадр так сложился, но серьезно, вот с этой стороны, вот с этих черных памятников, как будто мужчина стоял. Да ладно. Но опять боковым зрением, да. Вот боковым зрением. Боковым зрением, чисто случайно я повернулась, и это, такое значит, ощущение, кто-то что стоял. Вот всегда боковым зрением, понимаешь? да, это это вот уже очень интересно. второй раз я повернулась, нет, уже не было такого. Может, здесь какое-то место такое интересное.
Вот правда, вы знаете, друзья, я, конечно, об этом рассказывала в чате, да, у нас в Телеграм, но я вот еще раз хочу сказать. В прошлом году на родительскую мы ходили, ну, помянуть своих родственников. Мы были с моей племянницей. Юлек, если ты смотришь, а я знаю, что ты смотришь, вот подтверди в комментарии ниже, что это действительно было так. Мы стояли у своей бабушки в оградке, а моя племянница буквально там за 2-3 могилы вот так, просто боковым зрением посмотрел, что-то там, говорит, сидит мужчина, вот так сидит на лавочке, вот так вот руку как-то вот так вот сделал, сидит на лавочке, как бы ждет. А была родительская. И буквально в секунду, а что за мужик-то вроде? Она такая поворачивается, а уже никого. То есть уйти он никак не мог. Она бы увидела. И она мне сразу говорит, смотри, говорит, я, говорит, сейчас здесь видела, какого-то мужика сидел на лавочке, вот так, говорит, в позе как ожидания. И уже никого нет. Секунду, то есть она вот так повернула, не повернулась даже, а вот боковым зрением вот так. Потом поворачивается сразу же, в секунду. Интересно. Вот именно боковым зрением, видимо, человек может что-то уловить. Да. У кого такое же было, пишите в комментариях. Да, обязательно. Ребята, еще подписывайтесь на наш телеграм-канал. Да, ссылка будет обязательно в описании. В чате можно рассказывать все свои истории, делиться ими, что с вами происходило, было ли такое. Да, и еще хочу добавить, делитесь своими историями, мы их обязательно озвучим, и вы их услышите и увидите. Просто сейчас пока, те, кто уже нам прислал, вы не переживайте, мы обязательно их озвучим и выпустим. Просто дело в том, что их мало накопилось. И мы хотим просто побольше и сразу потихоньку выпускать. А не так, чтобы 1-2, а потом пробел там большой, да, в месяц. Да, чтобы это было как бы постоянной рубрикой, чтобы это регулярно выходило. Ребят, нужно писать истории, делитесь ими. Поэтому это можно сделать в нашем ВК-сообществе, ссылка на которое тоже будет в описании под этим видео. В предложенную новость. Обязательно пишите, друзья, и услышите свои истории в нашей озвучке. Да, самые захватывающие будут с видео рядом. Обязательно. Ну, а мы пойдем дальше. Я не знаю, но мне здесь интересно как-то. Пройдем дальше. Здесь интересно, значит, здесь запишем тишину. Если мне показался... Значит, здесь надо записать. Значит, да. Если этот выпуск дневной будет все-таки не очень коротким, мы посмотрим, просто мы же не знаем, как всегда пришли экспромтом, снимаем. Естественно. Да, поэтому если все-таки он будет длинный, тогда мы их разобьем на 2 части, то есть день-ночь. Да, посмотрим. И по времени уже, наверное, да, вы увидите, поймете. Ребят, почему экспромтом всегда делаем? Потому что, так сказать, подготовиться к этому невозможно. Да, да, мы и так, в принципе, сколько раз говорили, что без подготовки это нужно делать. Потому что иначе, ты как бы ничего не поймаешь, не уловишь, так сказать. Да? Да, как будто бы знаешь. Типа да. Какой-то вот такой звук. Но это надо будет на видео. Металлический, да? Да, как-то вот. Как будто ограда. Нет, возможно, и ограда, как бы ветер все равно есть небольшой. Железную ограду, это что? Да. Так, а вот здесь это продолжение-то или это уже что-то другое? Смотри, это, наверное, другое. Мне кажется, продолжение. Ладно, похоже. Да нет, это не может быть другое. Я имею в виду новее. Здесь, да, в принципе, новее. Да, здесь более свежее. Это уже не то, да. То есть... Но я все равно пройду до конца. Угу.
Да, враг, он, получается, уходит вот туда. Здесь свежий, нет. Здесь смысла нет. Мне кажется, все-таки надо туда вернуться. Да, ну и вперед. Доходим до этого места, где мне показался мужчина. Где-то здесь, да? Здесь, да. Вот я в этой точке стояла. Ну давай попробуем. Просто постоять. Да, сейчас. Дух этого места. Если ты нас слышишь, если тебе есть что нам сказать, можешь говорить вот на эту камеру, мы тебя обязательно услышим. Дух этого места. Прояви себя, пожалуйста. Стуком, скрипом, голосом. Был какой-то звук. Был звук, но мне кажется, это вот этот целлофан. Да, целлофан. Но вот именно в том месте он и был. Дух этого места. Ты можешь себя проявить стуком, скрипом, голосом. Прояви себя, пожалуйста, вот на эту камеру. Дух этого места. Спасибо тебе за то, что ты с нами пообщался. Мы тебя благодарим и отпускаем. Уходи с миром. Мы тебя благодарим и отпускаем. Уходи с миром. Мы тебя благодарим и отпускаем. Уходи с миром. А теперь давай тогда пройдем куда-нибудь, наверное, до середины этой аллеи и попробуем там. Давай. Можно, этом- кстати, обратиться к духу и спросить насчет девочки вот этой. Давай Да. попробуем. Да. Мне кажется, будет целесообразно. Если что-то проявится, если что-то, допустим, мы, на фэк, например, да, услышим хотя бы что-то о месте, да, Мгм. тогда мы сможем
определиться, куда ставить камеру. Да. И надо спросить, кстати, у духа этого места, куда можно пройти, где самое такое-то, ну, сама точка вот эта, может быть. Проявление, Да. Мы как раз ко времени разберем фэк, то есть, возможно, что-нибудь получится понять, где это место. Видимо, так надо было. Да, друзья, колокольный звон. Надеюсь, его слышно. Дерево, конечно, вообще вековое прям. О, вот здесь слышнее. Так, мы решили пройти. Ты говоришь, здесь... Я не знаю, но чисто интуитивно, мы еще пока не дошли до середины той аллеи, а вот чисто интуитивно, Почему-то потянуло да, в вот эту именно сторону. в эту сторону, я не знаю почему, но мне хотелось бы пройти вот, видишь, вот там такой памятник интересный, Ну, пойдем, да. просто вот, да, почему-то сюда потянуло. Ой, ой, ой. Кто это? Кто это? Ой. Погоди-ка, погоди-ка. Я не знаю, то я пройду, нет. Попробую пройти. Что это интересно? Иосиф Яковлевич Молотков. 69 лет, 11 месяцев. Молоткова. 13 лет и 10 месяцев. Это девочка. Но это, видимо, семейное захоронение. Да, да, да. Здесь такие старые могилы. Смотри, вон там был большой крест, но он, видимо, разрушился и остался. Да, да. На нем, к сожалению, нет никаких обозначений. Просто остатки от креста. Снова ребенок. Ага. Мальчик. Так, ты про этот памятник говорила? Интересный. Петров. Александр Васильевич. Разрушен. Да, это все, что от него осталось. Вон там ангел откололся. Так, профессор это Императорского университета. 1885 Почетный. года, да? Почетный член общества врачей. Ага. Понятно. Ну, это семейное захоронение. Ну, тоже, да. А это, видимо, ребенок. Снова ребенок. И вот самое интересное, есть ли что-то общее вот с этим проявлением и вот то, что здесь дети? Тоже интересно, да. Ты имеешь в виду вот это 13-летняя, да. 12-летний? Да. Но это очень древнее захоронение. Если его недавно обнаружили, я имею в виду, ну, вот это вот проявление. Что это будет за звук? Ну, вот это вот проявление. Что это будет за звук? Что это сейчас был за звук?
со стороны вот тех старых кладбищ. Смотри, снова выбрала. Угу. Что это было? Я не знаю, друзья, услышали это на камеру или нет, но это какой-то был Жуткий. жуткий звук. Со стороны вот там вот где лес, деревья, может быть, вот вы увидите, покажи. Вот это вот лес, видите, дальше. Я имею в виду прям вот там дальше, после вот этого прогала. Там старое кладбище. И они так и длятся далеко-далеко еще. Да, они уходят туда вниз. То есть здесь просто с одной стороны И овраг, вот с именно- другой стороны тоже овраг. Да, именно вот оттуда. Жуть какая-то. Ну да. Слушай, я не знаю, но вот именно здесь. Именно здесь. Да, вот какое-то ощущение. Может быть, просто послушать тишину. Но сейчас колокола. Да, в принципе, я не думаю, что они помешают, да? Нет, абсолютно. А что это был за звук тоже? Потому что здесь со всех сторон дети. Там ребенок, вот ребенок, здесь ребенок. И почему-то именно вот на это место нас привело. Да? Да. Друзья, давайте послушаем хотя бы с минуту тишину. Возможно, вы что-то услышите. Если услышите, обязательно пишите в комментариях. Ребятки, обязательно пишите тайм-коды. Иначе будет сложно найти Да. и сориентироваться. То есть описывать место не надо, просто берете, пишите цифры по времени, где вы услышали что-либо. Сейчас давайте послушаем. Да, сейчас немножко тихо постоим. Если кто-то хочет к нам обратиться и сказать что-то, говорите на камеру, мы вас услышим. Все, минута прошла. Я думаю, да, достаточно. Достаточно. Кто с нами пообщался, мы вас благодарим и отпускаем. Уходите с миром. Ну что, теперь пройдем до середины аллеи все-таки. Да, попробуем. Если что, это место будем иметь в виду. Ну да. Колокола до сих пор. Колокола до сих пор. Да.
друзья, мы дошли до середины аллеи. Я думаю, примерно здесь середина. Я так думаю, да? Ну, где-то ориентировочно, да. Так. Дальше уже на выход. Можно немножко вот сюда пройти, в принципе. Ты знаешь, был видеоролик, вот этот мужчина рассказывал, но, честно сказать, я не могу сориентироваться, где конкретно. Может быть, где-то вот... Ну, дорожка вот эта была. Ветер. Ветер, смотри, какой ветер подул. Ничего себе. За секунду. Вот это да. С чего бы это? Может быть, действительно здесь, раз ветер такой подул? Может. Значит, не Так, будем еще раз. никуда уходить. Давай здесь попробуем. Опять ребенок. Опять ребенок. Вот это вот уже очень интересно. То есть, если дорожка была на видео, Угу. Значит, где-то здесь. значит, где-то здесь. Дальше этой дорожки уже нет. Там за поворотом выход. Ну, я предполагаю, что где-то здесь. Удивительно. Тихо было, да, и в этот момент, когда мы пришли вот сюда, на это место, подул ветер. Давай тогда здесь попробуем. Давай. Друзья, опять-таки, если что-то услышите, пишите в комментариях. Ничего себе, смотри, что. Какой ветер подул. Так, сосредоточимся и попробуем. Дух этого места. Если ты нас слышишь, если ты хочешь что-то сказать, то ты можешь говорить вот на эту камеру. Мы тебя слушаем. Дух этого места. По легенде, на этой аллее в 8 часов вечера появляется дух какой-то девочки. Правда ли это? Ответь, пожалуйста, на этот вопрос. Батарейка дико опять садится. Возможно, мы нашли это место. Похоже. Дух этого места. Здесь действительно есть этот дух девочки. Проявление духа этой девочки, да. И что это за девочка? Почему она здесь проявилась? Дух этого места. Скажи, пожалуйста,
вот это проявление, если оно действительно здесь есть. Мы правильно стоим на этом месте сейчас? Или оно где-то в другом месте? Если это где-то в другом месте, Подскажи. дай нам подсказку, пожалуйста, дух этого места. Все-таки, мне кажется, ты это место знаешь, неспроста такой ветрюга подул вообще. И как-то не по себе стало, да? Да. Дух этого места. Спасибо, что ты с нами пообщался. Мы тебя благодарим и отпускаем. Уходи с миром. Мы тебя благодарим и отпускаем. Уходи с миром. Мы тебя благодарим и отпускаем. Уходи с миром. Мне кажется, наверное, на этом пока завершим. Наверное, да, но я хочу чуть-чуть отойти отсюда. Ты хочешь по поводу ветра? Да, мне просто стало интересно, неужели это только на этом месте? Смотри, он снова стих. Мы перестали общаться, мы поблагодарили дух. Посмотрите, ветра нет. Нет, я, конечно, все понимаю, но в секунду, да? Тучки, ну, небольшая вот есть, но это нет уж. Были, мы сюда, когда приходили, были и больше тучи, когда сюда заходили. Да. Даже Нет, крапал нет дождик. такого ветра, посмотри. Ну, есть он небольшой, вот такой порыв прям в тот момент, как мы стали общаться. И все. Странно. Очень странно. Я думаю, мы пока понаблюдаем, потому что проблема с тем, что у нас садится камера. Я не знаю, насколько ее чего хватит. она опять садится? Я не знаю. Вот именно на том месте она стала садиться. Я не знаю. Ну, такое бывает, мы уже неоднократно это наблюдали. Где То есть, какие-то проявления? да, Да? если какие-то проявления, то начинает быстро садиться аккумулятор у техники. Ну да. Поэтому пока мы завершим и, наверное, плавно перейдем в вечер. Нет, я думаю, что это будет отдельным выпуском, потому что здесь и так уже много, я так предполагаю. Но, друзья, вы посмотрите. Если еще есть время, значит, ночь выйдет в этом выпуске. Если уже нет, значит, ждите, скоро будет. Итак, друзья, до встречи вечером. Ну все, мы пошли, а вы ждите вечер. Пока-пока.